Доброе камбоджийское утро, друзья. Утро началось сегодня с хороших новостей. Камбоджу буквально вчера уже открыли. И поэтому, если у вас есть прививка, то вам не нужно сидеть на карантине. Вы просто дожидаетесь теста в своем отеле и свободно перемещаетесь по стране. Но это крутейшая новость. Мы, конечно, чуть-чуть попали на карантин на небольшой, но это он был очень кратковременный. Так что я очень рад за Камбоджу и приезжайте в гости. Жду вас в Камбодже. А у нас вот пока еще разбираем вещи. И что у нас тут? У нас тут на деревне петухи поют. Петушочки. Жарко. Супер. Тепло. Погода просто замечательная. Вот там внизу я уже себе заказал завтрак. Ребята готовят. Сейчас пойдем туда кушать. Так, мы тут еще все вещи с дороги не разбирали. Так, такая крутая лестница. Ого, Тимурыч. Это мой мозг. Арон, создай. Привет, парень. Как дела? Так. Привет, собака. Привет. Так. Мы идем на завтрак. Что-то сушит теща у нас. Арун Суздай. Это доброе утро по-немецки. Итак, вот здесь готовится завтрак и обед. Тут, кстати, ребята, вот у них свой, получается, ресторанчик. Уличная еда. И вот они тут. Вот даже на таких дровах все готовят. Вкуснейшие блюда. Так что сейчас засниму свой завтрак. Садимся на такой стульчик. У меня будет сегодня рис. Вот они тут автоматом делают такой яичишко. Aaron thấy gì? Mấy chồng. Такой еще добавляется салат классный. Пропуна. Пропон. Слив. Она спрашивает, где жена? Я говорю, жена еще спит. Вот. И вот так, получается, кладется. Все это вместе можно будет перемешать. Упало тут. Ну ничего. Все, тут на самом деле все чисто. Вот у нее все как ни крути, все чисто. Короче, что хочу сказать. Классный, вкусный завтрак. А это вот жене принесли еще суп. Вот. Да? Бомба. И стоит всего $1. $1, ребята. А это Тимурик подошел с бабушкой.
Привет. Привет. Да, мотоциклы. Это моя теща. Хорошая женщина. Я ее не понимаю вообще пока, но нужно учить кмерски. Соседи он там сидят, у них там производство. Производят что-то. Так, ну все, я завтракаю. А это вот суп принесли супруге. Тоже по баксу. Вышел из дома, все готово. Просто поел, позавтракал. И еще можно ужинать. У них ужин на обед. Прям напротив. Супер. И самое главное, что очень вкусно. Очень вкусно. Так, ну что, вот завтрак и закончен. Так. На районе у нас так спокойно. Только мотики гоняют. Деревенский стиль. Можно так сказать. Но все равно мы живем. Это пригород Пномпеня. Соседи вот. Арон Суздей. Да, вот видите. Вот здесь есть бизнес. Бизнес. Very good. Вот кмеры, они чем хороши, они всегда очень приветливые. Кмеры очень приветливые сами по себе. Вот все улыбаются. Вообще, кстати, по международным оценкам последним, Камбоджа вообще находится в списке самых приветливых стран. Номер 1 для экспатов. Экспаты, которые проживают. Hello! Вот, едут, здороваются. Как бы. Тем более я тут иностранец, тут иностранцы как бы есть вот в этом районе, это вот пригород Пномпеня, но... Короче, всем интересно, народ такой. А у нас тут, еще раз я повторюсь, уже такая спокойная, интересная жизнь. Hello. Ну вот видите, все едут, здороваются и радуются и улыбаются. Это самое главное в жизни, мне кажется. Все-таки позитив, когда на тебя позитивно люди настроены, то это очень круто. Вот. Так, немножко покажу вам сейчас округу. Ну тут вообще еще можно сказать, вот эта земля, это просто тут болото целое. Тут даже, кстати, вот в этом старом доме живет змея большая. Если будет возможность, я вам ее покажу. Я ее видел несколько раз. Какой-то питон и еще такая болотная живет, как раз вот напротив там дома. Здесь тоже еще земля, пока еще не под застройку, хотя на самом деле здесь очень дорогая земля вообще вот на этих всех местах. Ну, очень дорого, я бы так бы сказал бы. Я думаю, что где-то в рублях, то, наверное, больше 3 миллионов за сотку точно. Вот здесь. Потому что это, ну, это столица. Столица просто пригород. Вообще в Камбодже просто мало земли. Давайте прогуляемся с вами здесь по улице, по этой. Вот здесь даже еще. Ну, здесь от дождя, сейчас сезон дождей, вот такое вот, можно сказать, что это даже болото. Болотце. И стройка везде. Везде тут идет стройка, везде строятся. И здесь вот строятся тоже такие кмерские таунхаусы, скажем так. В 3 этажа. Все тут в строительных лесах. Ага, вот смотрите. Вот. Смотрите, как улыбаются все. Все улыбаются, встречают иностранца. Hello! Tuesday! Tuesday! Все у нас тут застраивается на районе. Ну вот уже как бы и готовые дома тут стоят. Тут раньше был ресторан.
Вон с гусями, вон гуси там и утки есть. А сейчас что-то, видать, скорее всего, тоже будут строить все. Ну, строить однозначно, потому что выгодно. Выгодно построить и выгодно продать. Все в зелени такой. Ну, тропики, в тропиках классно. Вот. Тут тоже какой-то рестик есть. Я, кстати, в нем даже ни разу не был, прямо около дома. А музыку их постоянно, периодически слышу. Надо будет сходить, кстати. И тут тоже вот, там тоже какая-то стройка начинается. Везде вот тут, видите, какие-то участки, это все будет застроено домами плотно. Раньше такого не было. Вот. В Камбодже просто земли очень мало. Она по площади там, как две каких-то российских области, таких средних. Гранат, что ли. С мусором у них все-таки еще пока беда. То есть вот в своем доме, около дома, большинство, конечно же, делают такую чистоту или около дома. А вот где-то, если где-то что-то валяется, то валяется. Такое небо. Красотища вообще. Скоро мы на море поедем. Бананчики вот тут вот так растут. А вот тут тоже какой-то рестик. Такой вот, ну, видите, там с такими домиками. Hello, hello. Sok sabay. Pasok bay. Anak con. 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 Đấy nè. Con kìa. Вот они тут тоже что-то делают. У них тут свои вот тут утки есть. Они тут утку тебе могут это подбить. Сразу сделать. Этого чувака такой типа ресторанчика. Но он меня уже знает как. Как бы иностранцы этого знают все. Иностранцы жену камбоджийку, у которой есть иностранец муж, и сына метиса. Так что всем интересно. Ну вот такая прогулка по району. Туда дальше. Вот тут, вот, кстати, рядом какая-то фабрика картона. Там что-то картон делают. Туда дальше, вот, если пойти. И здесь, тут вот улица просто в тупик упирается. Вот тут вот большой участок земли. Пока тут еще ничего не строят. Но, если честно, это такое вот болото, в котором, очевидно, кто-то может проживать. А когда сухой сезон, вот мы уезжали, был сухой сезон, и воды-то не было. А сейчас вот тут столько воды, однозначно, и какая-то рыба тут есть, и, соответственно, змеи. А вообще, когда здесь, если идет дождь, такой сильный дождь, тут иногда прям бывает воды очень много. Прям прилично. Так, надо будет сейчас съездить в аптеку, потому что у Тимура, по-моему, какая-то аллергия началась. Вот бабушка сказала, покраснела лицо. Так, друзья, ну все, это был обзор, такое небольшое утро камбоджийского человека. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я буду выгружать сейчас очень много видео, чтобы просто набить канал, наполнить его. Подписывайтесь на мой инстаграм, кому интересно. Тоже ссылка будет там в описании. Всем удачи, пока. Вот прикольно ездит и фрукты продает. Стоп. Так, вот надо купить вот этого драгона. Драгон класс. Вот
Вот в чем класс, что тут постоянно ездят и вот эти вот фрукты продают. Давай. Там прямо. Вот ребята едут, тоже что-то продают. Вот. Яйчишки. А how much one kilo this one? $1 килограмм вот этого. $1, ребятки. Сколько он в России стоит? Драконий фрукт.